Здравствуйте, меня зовут Елена Баженова, я рада вас приветствовать у себя в гостях. Мясные рулетики – это блюдо, в котором можно экспериментировать, выбирая любую начинку и способы приготовления. Я выбрала классический такой вариант с грибами, начинка из грибов. Для рецепта мы берем грибы, шампиньоны, говядина, сливки, сыр, лук и соль, перец по вкусу. Что я сделала с говядиной? У меня был хороший кусочек, я его порезала с вечера, со вчерашнего дня еще, порезала на такие вот пластиночки, отбила хорошо молоточком и замариновала. Мариновка была такая, значит, растительное масло, соевый соус и хмели-сунели. Можно добавить еще, допустим, перец, да, любой. Все, оно у меня постояло где-то часов 10-12 и приступаем дальше готовить. У меня грибочки, которые я предварительно помыла, почистила, сняла с них шкурку. Теперь мне их нужно просто порубить любым удобным способом. То есть на крупные кусочки, не обязательно что-то такое мелко рубить. Ну, так вот порезали. Порезанные грибы можно отварить в воде. Я их буду готовить в собственном соку, без масла и воды, в посуде с толстым дном. Отдельно в сковороде на растительном масле мы будем обжаривать мелко порезанный лук. Грибы пустили сок, то есть теперь мы их готовим как раз в собственном соку и ждем, когда этот сок весь выпарится. Теперь будем мелко измельчать грибы, чтобы они у нас легче усвоились в организме. Берем мельницу. Можно перекрутить и через мясорубку, если мельницы такой нет. В грибную кашицу добавляем соль, так как когда я грибы готовила, я соль не добавляла. Поэтому по вкусу добавляем соль. Можно добавить перец. И перемешаем хорошо все. Теперь сюда перекладываем лучок зажаренный. И сыр, который я натерла на мелкой терке. Все хорошо перемешиваем. Формируем рулетики. Берем мясо, выкладываем начинку и закручиваем. Все как обычно. Для того, чтобы рулетик держался, ну, можно и так запекать. Но я все-таки рекомендую использовать ниточку. Она потом легко удаляется. Можно взять в 2 слоя. Вот тут я накрутила. И хорошо оборачиваем. Тогда рулетик точно будет держаться и никуда не разбежится. Готов один. Теперь рулетики нам надо обжарить на сковороде. Я обжариваю рулетики без масла. У меня позволяет сковорода это делать. Вы это можете, ну, в любой обычной посуде, мы обжариваем на растительном масле, конечно же. Освобождаем рулетики готовые от ниток. Находим краешек и раскручиваем. Она легко, нитка удаляется. Выкладываем все рулетики обратно в сковороду. Поливаем сливками, заливаем все. И ждем, когда сливки закипят. Сливки закипели. Убавляем огонь на минимальный. Накрываем крышкой и томим минут 15-20. Прошло 20 минут, можно отключать огонь. Наши рулетики готовы. Даем им немного остыть. Выкладываем рулетики на тарелку. Сверху можно посыпать зеленью или тертым сыром. Готовьте с удовольствием и приятного вам аппетита!
Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные рецепты.